Все хорошее когда-то заканчивается. Вот и наше удивительное путешествие по Монголии подходит к своему завершению. Сегодня мы покидаем эту удивительную страну и отправляемся в Республику Алтай, на плато Укок. Однако перед этим у нас есть еще один шанс окунуться в атмосферу буддизма и посетить монастырский комплекс Гандан Пунцак Чайло в городе Хофт. Монастырь Гандан Пунцак Чайло, расположенный в городе Хофт, является одним из важнейших исторических и культурных объектов Монголии, основанный в 1685 году. Этот монастырь не только служит местом поклонения, но и стал центром буддийской культуры в регионе. Не понятно, что. Гандан Пунцак Чайло был основан как один из многих монастырей, построенных в период расцвета буддизма в Монголии, когда буддийские учения начали активно распространяться по стране. Его имя переводится как «Великая обитель совершенного счастья». Монастырь представляет собой архитектурный комплекс, включающий множество храмов и келий, где монахи занимались медитацией и изучением буддийских текстов. В его стенах собраны уникальные памятники буддийского искусства, включая статуи, росписи и ритуальные объекты, отражающие богатую культуру и традиции монгольского буддизма. На протяжении веков Гандан Пунцак Чайло пережил различные исторические события, включая гонения на буддизм в середине XX века. Тем не менее, монастырь был восстановлен и снова стал центром духовной жизни после демократических изменений в Монголии в начале 90-х годов. Комплекс монастыря Гандан Пунцак Чайло включает два действующих храма: Цокчин Дуган, соборный храм, и Сахиусин Дуган, охранительный храм. Оба храма построены в соответствии с тибетскими архитектурными традициями, создавая атмосферу умиротворения и благоговения. Главный зал Цокчин Дуган поражает своей величественностью и красотой. Здесь находится впечатляющая статуя Будды, окруженная 10 божественными защитниками.
Эта композиция символизирует защиту и покровительство буддийского учения. Помимо главного зала, в храме есть множество других помещений, предназначенных для проведения религиозных обрядов, обучения и медитации. Стены украшены фресками, изображающими сцены из жизни Будды и его учеников, а также различными символами, орнаментами, характерными для буддийской культуры. Сахиусин-дуган, или охранительный храм, расположен рядом с главным зданием. Он предназначен для защиты и благословления всех, кто приходит в монастырь. Внутри храма находятся статуи буддийских божеств, которые охраняют верующих от злых сил и помогают им на пути к духовному просветлению. Территория монастыря также украшена множеством скульптур, фонтанов и декоративных элементов, создающих неповторимую атмосферу гармонии и спокойствия. Одной из характерных особенностей монастыря является окружение территории 108 буддийскими ступами. Каждая ступа содержит внутри себя фигурки Будды, которая защищена прозрачным стеклом. Это символизирует духовную практику и медитацию, так как стекло защищает фигурку от внешнего воздействия и позволяет сосредоточиться на внутреннем мире. Этот мистический факт не случайен, ведь в буддийских четках также насчитывается 108 зерен. Это число считается священным и символизирует путь к просветлению и духовному развитию. Таким образом, каждая ступа становится не просто элементом архитектуры, но и важной частью духовного пути, напоминая о необходимости постоянной работы над собой и своим сознанием. Монастырь Гандан Пунсак Чайлон представляет уникальную возможность погрузиться в атмосферу буддийских обрядов и традиций. Утренние молитвы проводятся с 9 утра до 3 часов дня.
И многие посетители приходят сюда, чтобы оставить свои заботы и проблемы за стенами монастыря и насладиться атмосферой мира и гармонии. Во время посещения монастыря гости могут наблюдать за проведением различных буддийских ритуалов и церемоний, таких как пуджи, хуралы и молебны. Это дает возможность лучше понять культуру и историю буддизма, а также научиться практикам медитации и саморазвития. Кроме того, монастырь предлагает различные образовательные программы и лекции, которые позволяют глубже изучить основу буддизма и его влияние на жизнь людей. Здесь также можно пообщаться с монахами и получить их советы и наставления по различным вопросам. Месторасположение монастыря также играет важную роль. Окруженный живописной природой, он является не только местом поклонения, но и идеальным местом для медитации и созерцания. Посещение Гандан Пунсак Чайлона – это не просто экскурсия, а целое погружение в культурные и духовные традиции Монголии. Вы сможете познакомиться с архитектурой монастыря, вдохновленной тибетскими традициями, и его внутренним убранством, включающим впечатляющую статую Будды и 108 буддийских ступ. После посещения монастыря Гандан Пунсак Чайлон мы направились к границе Монголии и России. С теплыми воспоминаниями о нашей поездке и чувствах, которые подарила нам эта страна. Мы полны ожиданий и надежд. Что ждет нас впереди? Какие новые приключения откроют перед нами свои двери? Мы не знаем, но уверены, что стоит только сделать шаг навстречу неизведанному, и мир раскроется перед нами во всей своей красе.